Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. За окном 24 марта 2024 года. И, как вы видите, погода, такая себе, совсем нелетная. Несмотря на это, я выбрался для того, чтобы показать вам, как сегодня живет Киев, как сегодня живут киевляне. Я выбрался в центр. И сейчас я нахожусь в центре на площади украинских героев. До переименования эта станция метро называлась площадь Льва Толстого. Пройдемся, спустимся в глобус, посмотрим, как живет один из самых первых торговых центров Киева, что там продают, по каким ценам, какой ассортимент. Далее пройдемся по Крещатику, дойдем до Майдана Незалежности, посмотрим атмосферу, посмотрим людей, посмотрим настроение. Погнали! Друзья, несмотря на то, что сейчас выходной день, в принципе, ночка была еще та, то есть в очередной раз Россия активно обстреливала ракетами территорию Украины, города, людей, дома, все, что попадалось под руку. Люди в очередной раз, огромное количество людей, огромное количество детей прятались в метро, вынуждены были в 3 часа ночи бросать свои теплые кровати, бросать свои дома, квартиры. И кто идти, кто ехать, кто спускаться в метро. Так, друзья, вон спереди у нас Бессарабский рынок. Тут у нас площадь украинских героев метро. Я сейчас спущусь вот сюда, вот вниз. Как вы видите, вон, кто у нас купается, да, несмотря на дождь, принимает ванны. Ну, а мы, для того, чтобы не размокнуть как масло, спустимся под землю в Метроград, торговый центр Метроград. Для понимания, вот эта вот вся площадка, да, вот тут, вот тут, вот тут. И вот пошла туда, вот под этой главной центральной улицей до самой Бессарабки, до рынка Бессарабка. Там идет под землей торговый центр. Пару слов о торговом центре «Глобус». Открылся он в 2001 году, на заре, когда, в принципе, в Киеве еще, да и в Украине, наверное, не знали, что такое вообще торговый центр. Были только магазинчики. Вот смотрите, какие тут витрины есть у нас перед входом на украинские мотивы, украинские чашечки, кепки, орнаменты. Называется Фолкмарт. Фолкмарт. И вот даже есть карта, где находится этот Фолкмарт. Сейчас постараемся туда дойти и посмотреть. Так вот, открылся этот торговый центр, да, Метроград, в 2001 году по обе стороны от Крещатика. То есть с одной стороны у нас открылся Метроград, а с другой стороны у нас открылся Глобус. И в Метрограде на тот момент было занято все 100% всех площадей, всех возможных площадей. Скажу вам по секрету, знаю это достоверно, что в самом начале арендаторы, да, которые тут торговали, по сути, они торговали как на рынке, то есть на тот момент не было таких ремонтов, не было вот этих вот супер белых плиток, да, керамики, не было такого там освещения. Это был как, некий крытый рынок, да, по сравнению с каким-то, может быть, конечно, не троещинским, но не более того. И вот скажу вам достоверно, что на тот момент человек, который тут торговал один, даже просто сам хозяин, он мог реально сам набрать, заработать на загородный дом, то есть построить себе приусадебную участку, какую-то дачу без вложений, то есть чисто на выручки от продаж в Метрограде. Вот такие вот были заработки у людей. 2001 год, это на минуточку, представьте себе, да, это 23 года тому. Не знаю, сколько раз перестраивался этот Метроград, не знаю, сколько раз менялись тут уже арендаторы, да, тут вот есть даже Сырное Королевство, которое ценится многими людьми. Много магазинов с украинской символикой, много туристов, несмотря на то, что
Добираться сейчас в Киев крайне сложно, да, авиасообщения нету, то есть единственные варианты, да, это или автомобили, или поезда. Но, несмотря на это, большое количество туристов, которые точно так же посещают Киев. Много. Ну, посмотрите, какая неплохая кафешка, и даже люди сидят, играют. Давайте сразу будем идти и сразу одновременно смотрите цены. Вот такой вот бургер, да, с лососем 99 гривен. Какие-то яйца 56 гривен. Какао у нас стоит 300 миллилитров 73 гривны. Ну, к слову, выглядит очень достойно, очень красиво, очень ярко. Вот кто-то, видите, даже играет в шашки, в шахматы. Где бы вы еще могли посидеть, скрыться от дождя и поиграть в шашки, в шахматы. Умею играть и в шашки, умею играть и в шахматы, но больше мне, конечно, як то кажуть, до вподоби шашки, потому что, как бы смешно не звучало, но в шахматах нужно думать и продумывать наперед. И, кстати, люди, которые ходят, да, вот посмотрите, какое количество выходов, какое количество входов, то есть мы когда даже просто идем, у нас огромное количество по бокам входов и выходов из этого торгового центра. И в любом месте, где мы хотим, можем зайти, можем выйти. Площадь Метрограда на сегодняшний день 20 тысяч квадратных метров. Вы только представьте, вдумайтесь в эту цифру. 20 тысяч квадратных метров. Тут не то, что заблудиться можно, тут просто можно просто годами можно искать выход. И в том числе и я в свое время тоже мог. Ну, вот видите, мы вышли совсем с другой стороны, абсолютно не там, где заходили. Заходили мы вот там вот слева, вот там вот. И мы шли, и по центру сейчас свернули вправо. На улице дождь. Как видите, по погоде, в принципе, такое себе удовольствие гулять. Но сейчас посмотрим на Крещатике, сколько людей с зонтами, сколько людей без зонтов. Возвращаемся в Метроград и смотрим дальше. Когда Метроград только открылся, он выдавал, назовем так, да, арендные площадя в размере 9-12 квадратных метров. То есть на одного арендатора было 9, ну, посудите сами, да, 9 квадратных метров. Это ну, почти 3 на 3. То есть это совсем мало. Сейчас после реконструкции, после реставрации, конечно же, размеры увеличились, но все равно остаются небольшими, потому что хочется торговому центру зарабатывать. И это понятно. Вы думаете, что мы выходим из Метрограда? Нет, нет. Мы просто переходим в новую его часть, в новую крыло, во второе крыло. Вот карта. Если говорить, да, о том, где мы зашли. Мы зашли вот площадь Льва Толстого, кстати, еще даже не перекрасили, не перепечатали плакат. Площадь украинских героев. Мы с вами вот так пришли. И сейчас двигаемся в сторону Крещатика, в сторону метро Крещатик. Дойдем вот сюда, посмотрим. Там, насколько я помню, центральная площадь, центральный фонтан. Кстати, Метроград, когда он только открылся, это первый торговый центр, в котором открылась первый компьютерный клуб. Реально, первый игровой компьютерный клуб. Это уже потом стали открывать куча всяких дополнительных клубов, но это был первый, именно в Метрограде. Англо-украинский фразеологичный словник. Вот видите, какое огромное количество книг на любой вкус и цвет.
Я думаю, я даже не думаю, я уверен, что даже на сегодняшний день Метроград – это торговый центр, который больше рассчитан все-таки на туристов. Потому что с его ценами, которые тут ломят, конечно, можно попытаться типа поторговаться, но по факту это цены тут выше, чем в каких-то интернет-магазинах. Давайте зайдем, посмотрим поруки. Какие цены у нас, смотрите, такая порука 4 600, 3 950. 3 950 это около 100 долларов, если делить на 38. То есть на сегодняшний день курс доллара 38, курс евро 42. Вот такая вот порука стоила 100 долларов примерно. Вот, кстати, реклама, которую мы видели перед входом со стороны Льва Толстого. Добрый день. Вот нашли этот магазинчик. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Вот такие вот чашечки 295. Смотрите, украинские мотивы, да? Такие вот эко-сумочки. Эко-сумочка стоит 250 гривен. Магнитики 195. Добрый день. Большие чашки 450. Вот такие вот. Чайник 850. Да-да, я бачу, дякую. Красиво. Це я побачив на вході, там дивлюсь, так красиво у вас. Так. Львів, да? Ага. Красиво, красиво. Ось такі величенькі чашечки. Видите? Україна 495. Угу. Класс. Тарелочки такие. 250 гривен. Киево-Печерская лавра. Андреевский узвіз. А это термокружки, да? 975. 975 термокружечка. Угу, дякую. Вот такие вот шкатулочки. 550, 650 гривен. Видите? А вишиванка, наприклад, чоловіча в яку ціну? Середня ціна льняної вишиванки і жіночої чоловічої. З коротким рукавом. Ну, наприклад, на літо там. Ну, так, плюс-мінус чоловіча так. Ага. Ціна бавовняної ось ця, ага, 2650. Ага. Ось чорні 3. Угу. Якщо льняна, то 3200. 3200 льняна з коротким рукавом. Угу, зрозумів, дякую. Дякую. Ну, классный магазин вот для того, чтобы прийти в одном месте и все сразу увидеть и купить, если вам нужна вот такая вот атмосфера, нужна такая тематика. Мне магазин понравился, честно говоря. И в отличие от многих, вот смотрите, магазинчик как чисто, как кухня. Кухня как будто у вас дома, у себя дома. Классный магазинчик. Так вот этот магазин украинских мотивов, в отличие от многих, на тебя не смотрят круглыми глазами, да, по 5 копеек, что «Ой, ты зашел, а что это ты зашел, ты фотографируешь, снимаешь». Нет, они понимают, наоборот, что это им в плюс. Это видео, да, эти рекомендации, эти фотографии, которые тут делают, они где-то появятся, и, возможно, с них люди как раз придут конкретно в этот магазин и купят. Для них это будет совершенно бесплатно. То есть в качестве рекламы им это вообще ничего не будет стоить. Человек пришел и купил, допустим, вышиванку, да, за 3200 гривен. Это, ну, там, чуть меньше 100 долларов, там, 80 долларов. Почему нет? Так, вот мы перешли. Мы двигаемся прямо к Крещатику. И, как вы видите, тут у нас, видите, разветвление. И стоит тут чуть-чуть замешкаться и пойти, допустим, не в сторону Крещатика, а в противоположную сторону. И все. И мы потерялись. Ну, давайте потеряемся. Это у нас просто АТБ. АТБ, который работает с 5 до, можно сказать, до 8. Огромный АТБ, магазинчик. Респект ставлю тем, которые соорудили пандусы для людей. Просторный, светлый, стильный
магазин. Кстати, друзья, кто не смотрел еще, посмотрите, в прошлом видео у нас как раз вышел ролик с АТБ. С АТБ, в котором я ходил, смотрел, изучал, сравнивал цены, сравнивал скидки, сравнивал акции, и они реальные были. То есть это не какие-то фейковые были акции, скидки, а по факту настоящие. Ссылочку я оставлю под видео или в всплывающей подсказочке. Часики, ну, допустим, вот любые часики, да, Пьер Карден. Вот эти вот часики стоят 4617 гривен. Простые часики. Швейцарские часики, сколько у нас стоит? 13 тысяч, вот эти вот правые, 800 гривен. Видите? Ни в чем себе не отказывайте. 16 тысяч, левые часики, 16 тысяч 351 гривна. Сколько это в долларах, вы видите слева, я поставлю. Так, снизу в былые времена тут работал компьютерный клуб. Вот там вот он находится. Сейчас тут, я смотрю, как-то закрыто. Вот там вот кафешка была слева. Сейчас она что-то там ленточкой перетянута. И спускался вниз лифт. Сейчас, наверное, работает только компьютерный клуб, потому что туда вход ленточкой не затянут. Когда проводятся какие-то мероприятия, активности, да, там акции, там, ну, активность, то вот тут вот в центре это все убирают, все столики, и тут ставят там или сцену, люди могут размещаться снизу, люди могут размещаться сверху по периметру, очень удобно, и всем все видно. То есть, по сути, сцена, если даже снизу, вы можете даже на этом месте, где я сейчас стою, стоять и наблюдать это все. Вот смотрите, какие сова, интересная сова. Ложечка стоит 10 810 гривен. Вот это вот ложечка. Одна ложечка. Не знаю, с чего она сделана. Закрыта. Перстни. Цены, я думаю, вы видите. 3600 перстень. Вот такой вот перстень. Вот этот нижненький. Черепок 7640, это около где-то 150-160 долларов. Так, друзья, выходим мы на поверхность. Возможно, дождь там исчез. Вот такой вот, такая хот-дожная, 60 гривен тут хот-дог. Кава по-турецки 30 гривен. Тут сервис, видимо, да, сервис по ремонту телефонов, замене, наверное, всякого рода экрана. Как показывает практика, конечно же, если ты не берешь зонт, то будет дождь. Если зонт берешь, то дождя не будет. Давайте пока что не ливень, пока я голову не буду накрывать, но теперь мы пройдемся от Бессарабки, вот там вот у нас Бессарабка, и пройдемся до Крещатика. Немного про погоду. Погода сейчас максимально изменчивая. То есть сегодня может быть дождь, вчера плюс 10, солнечно, и люди без шапок и без курток. К слову, через неделю, то есть сегодня у нас воскресенье, через неделю, начиная со следующей субботы, со следующего воскресенья, передают уже до плюс 20 градусов, плюс 18, плюс 20 градусов в Киеве. Все с нетерпением этого ждут, потому что многим хочется, знаете, формат погоды такой, когда вначале идет зима, вы катаетесь на санках, играете в снежки, кто-то едет на лыжах, кто-то едет на сноубордах, а потом по щелчку пальца раз, и становится лето. То есть вам не нужны никакие головные уборы, промежуточные такие, да, весенние, осенние. Вам не нужны никакие зонты, которые защищают от дождя. Вы сразу попадаете в лето. Многие, я думаю, что не любят холод. Но мне, честно скажу, очень комфортно, когда я ощущаю все времена года. Да, это и лето, и осень, и зима, и
все остальное. В одном из прошлых роликов я смотрел и ходил около Золотых ворот, это вот там вот слева. Я ходил в ЦУМе, погулял, посмотрите, ролик был на канале чуть более рано. Ссылочку я оставлю снизу или в вашей подсказочке. Цены там, наверное, еще повыше, чем в Метрограде. И вот тогда я уже удивился, когда я вышел, я удивился, что это за очередь. Вот посмотрите, это не очередь, это маршрут людей в этот киоск. Потому что в любое время дня и ночи, в любой день недели тут будут стоять люди. Посмотрите, количество людей, я даже не знаю, ну, навскидку сейчас тут около где-то, наверное, 30 людей. И если даже прикинуть, а это киоск просто фастфуда. Фастфуд, суши-кебаб, уникальная фишка, стоит от 195 гривен. Такая, типа суши в кебабе, да, такой полусуши, полушаурма, размер шаурмы, но по факту суши. И если даже представить, что на одного человека, ну пусть уходит, но я не знаю, ну сколько делают, допустим, да, там суши или шаурму, ну 3 минуты, да, ну 5 минут, давайте округлим, пока там продавец наденет перчатки, пока он все это дело завернет, рассчитается. Ну, 5 минут. Вот представьте, тут сейчас стоит, раз, два, три, тут сейчас стоит 27 человек. Давайте округлим, 30 человек. На 30 человек по 5 минут это 150 минут. 150 минут это час 30, правильно? Нет, это я математик плохой. 150 минут это 2 часа 30. 2 часа 30, правильно? Ужас. Готовы ли вы встать сейчас в очередь в самом конце и простоять 2 часа для того, чтобы организовать себе фастфуд? Я, наверное, нет. Вот такая вот длинная у нас эпопея. И вот я тут стою уже около 5 минут, да, но я не вижу, чтобы кто-то что-то получил и кто-то оттуда ушел довольный, что он сейчас будет кушать. Давайте, мне прям интересно, подождем и увидим, а что же выдают за 195 гривен. Видите цены? Вот сверху ценник, сейчас нам зонтиком закроют, сверху ценник. Тунец, лосось 195 гривен, 355 грамм, 255 гривен, это чуть больше XXL, креветка, угорь 195 тоже гривен. Ну, то есть, видите, от 195, а нет, вот слева я вижу, справа я вижу 165 гривен, 255 грамм. Ну, в зависимости от размера. Есть 255, есть 355. В целом, вот, видите, вот так вот выглядит этот фастфуд суши-кебаб. И даже есть технический перерыв, и даже есть номер телефона для связи, наверное, с продавцом или с его хозяином. Вот видите, одно уже суши готово, вон там стоит. Хлопці, а скільки ви стояли? Минут 5. Фіга Не, в чергі? Да. Ну так, минут 5. В чергі взагалі рівно годину. Тому що я посчитав, ну, типу, якщо тут 30 людей по 5 хвилин, це 2 години треба вистояти. Ну, якщо хочеться. Да. А ви перший раз? Бо я теж цей кожен раз проходжу, дивлюсь, то думаю, треба стати. Там я теж. А що ви замовили? Цей донер. Ага. О, дивись, яка красота. А можна сфотографувати? Звісно, давай. Круто, круто. Смачного. Круто. Видите, парни сказали, что стояли час. Но я не знаю, они заняли, может быть, когда была половинка очереди, но сейчас очередь, смотрите, на лестницу и туда. Я думаю, что вероятность того, что человек, все эти люди стоят тут впервые, она крайне малая. И, скорее всего, тут стоят те, которые уже не в первый раз. И я думаю, что раз они тут стоят, то 2 часа времени стоит того. Ну, приятного аппетита.
Друзья, ну знаете, я, конечно, понимаю все, но когда я встречаю отзывы в Google картах, да, возле каких-то заведений о том, что мы сидели, ждали 10 минут, 15-20 минут, к нам никто не подходил, нам ничего не приносили, мы ждали чек, мы ждали терминал больше 10 минут. Это, конечно же, по сравнению с этой очередью поражает и удивляет. Друзья, ради вас, посмотрите, сейчас идет дождь, я без зонта, я без головного убора, я без страшного капюшона. Я думаю, не грех мне поставить под этим роликом палец вверх и подписаться. Делаю для вас видосы. Я в самом начале этого видео забыл упомянуть, но скажу следующее, что я каждому абсолютно из вас благодарен за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы на них реагируете, за то, что вы пишите комменты, за то, что вы лайкаете, потому что я вижу обратную связь. А раз я вижу обратную связь, меня это подталкивает к съемке новых видео, мотивирует к съемке более качественных видео, к тому, чтобы я тратил на эти видео, на их монтаж больше времени. Также упомяну и скажу о том, что если после включения видеоролика вас раздражают субтитры, да, если они у вас появляются, и вы смотрите, субтитры, и человек говорит, а субтитры вам не нужны, вы их можете просто отключить. В правой верхней части экрана, где две буквочки S, вы на них можете нажать просто, и у вас будет возможность отключить их без каких-либо вообще проблем. Также, если у вас субтитры включены, вы можете зайти в настройки, шестереночку нажать, и выбрать нужный вам язык. Там есть и итальянский, есть и французский, есть и там, какие хотите, и английский есть, и немецкий есть, любой язык, который вы понимаете. Много людей сейчас ходит по Крещатику. Конечно же, если бы это была более солнечная погода, то, безусловно, количество людей было бы в десятки раз больше, безусловно. Вчера в Киеве тоже немного падал дождик, но такого вот совсем, такой вакханалии как бы не было. Сейчас, кроме моросящего дождя, еще появляется неприятный ветер. И я уже склоняюсь к тому, что даже стоит, наверное, надеть шапочку. Дожди сейчас опасные, кислотные. И кто знает, что будет с вашей головой, с вашими волосами после того, как вы пройдетесь под таким дождиком. Забегу сейчас в Макдональдс, пройдусь, посмотрю вот для обычных людей, которые сейчас хотят скрыться от дождя. Есть ли возможность приземлиться и где-то сесть? Потому что, посмотрите на меня, я мокрый, наверное, очень и очень. Так, количество людей в выходной день, конечно же, огромное, но выбор, возможность заказать есть. Видите, кто-то купил, но ходит, ищет, где бы приземлиться. Ну, посмотрите, все занято. Видите, все занято. Некоторые свободные участки, вот где-то люди уходят, и можно туда сразу приземлиться. Но в целом мест немного. Кто-то заходит просто в туалет, да, как говорят, Макдональдс это один из центров туалетного такого промысла. Официанты, не знаю, зачем Макдональдс внедрил такую опцию, да, когда официанты по номеркам разносят еду людям. Ну, как бы теряется, знаете, сама атмосфера, теряется сам смысл вот этого вот быстрого. Так, друзья, все, я вышел из Макдональдса, посмотрели мы Макдональдс, прошлись мы по Метрограду, прошлись мы по Крещатику, прошлись мы под дождем, прошлись мы без дождя. И я захожу в метро, потому что сейчас реально зальет.
Что делать, вы, я думаю, знаете. 3 вещи. Палец, коммент и подписка. Если вы досмотрели до этого момента, этого видео, до сих пор, то я удивлен, почему вы до сих пор не подписались. Сделайте это, и мне будет приятно. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.